Здравствуйте, милые нежные раки! Я рада приветствовать вас на моем канале в это волшебное предновогоднее время. У нас гадание на 2023 год. Ох, дело ответственное. Я совершенно уверена, что с вами случится много хорошего, лучшего в новом году. Ну, а карты расскажут только лишь детали. Кстати, для вас я выбрала Таро Мухи. Популярные карты. Они очень эмоциональные, они очень чувственные и очень женские, раку подходят. Общую картину вашей жизни в новом году мы исследуем. Карты дадут советы, карты что-то предскажут, от чего-то вас, наверное, мы попробуем предостеречь. И одна карта, пусть она будет как бы общее настроение, общая температура года. Какая это карта? Ах, шестерка кубков. Нежная, семейная, дружеская и очень доверительная. Шестерка кубков говорит, что раки будут приняты как дома везде, даже в новых местах. На новой работе, на новом месте, среди новых соседей, например. Это могут быть не только коллеги, естественно, это могут быть соседи, если вы переедете. Вы будете легко находить общий язык с людьми, возможно, вас ждут возвращения куда-то, в места, в которых вы уже были и о которых успели потосковать, по которым успели соскучиться. Шестерка кубков – это максимальный уют, комфорт каждого дня, это, безусловно, и материальный достаток, а самое главное – это отсутствие конфликтов. Конфликтов, которые представители вашего знака так сильно не любят. И хорошо, что расклад начинается с вашей масти, с вашей стихии, с кубков. Это вода, это эмоциональный обмен, это возможность доверительных каких-то разговоров, это возможность положиться на окружение, это возможность ничего не скрывать от людей, которые рядом. Честная карта, понятная, ну какая-то, знаете, вот по-своему даже простая. Можно сказать, что какими бы запутанными ни были ваши дела и жизненные ситуации в этом году, через людей, близких, понимающих, через свою доброту, через свою знаменитую эмпатию, вы найдете выходы. И знаете, такие выходы не конфликтные, какие-то вот безболезненные. Общее значение шестерки кубков в гостях у бабушки. Вот представьте, безопасность, уют, тепло, доверие. Вот это общее настроение года. Начало очень хорошее. Можно сказать, что даже прекрасное. И далее по известной схеме мне нужно разложить для вас 12 карт. А вы пока думайте о своем. Позадавайте картам свои вопросы. Наверняка у вас есть что-то свое, очень личное. Каждый ждет от нового витка жизненного, от Нового года каких-то оригинальных вещей, правда? Хотя общие тенденции понятны. Это то, что я перечислила. Все ждут удачу, здоровье, любовь и деньги, но все равно есть для каждого свои какие-то детали. С чего мы начнем? Я предлагаю исследовать тему работы и денег. Всего у нас на столе 13 карт, но я буду куда-то в какие-то места доставать карты и дополнительные. Что про работу колода вам говорит? Давайте, наверное, с этого начнем. Собственно, рыцарь кубков в теме работы. Ну, карта, опять же, эмоциональная, видите, водная карта. Рыцарь кубков – это новые начинания, это новые люди, это, конечно, новые возможности, которые вам очень-очень нравятся. Это может быть даже новая работа, на которую вас зовет ваше сердце. Это может быть и новый бизнес или какой-то творческий проект. Но ведущая сила здесь именно не трудовой энтузиазм и, что важно, не чувство наживы,
а ваша интуитивная догадка. То есть вы как будто бы ищете и находите свое место по приглашению знакомых людей, людей, которые вас по-настоящему ждут, которые заинтересованы именно в вас. Все рыцари описывают определенное движение, поэтому перемены, конечно, будут в теме работы. Может быть, не такие радикальные, какие мы могли бы здесь увидеть, но общий совет, например, за поисками, за новой работой, или за каким-то новым делом, или за новым вдохновением, обращайтесь к знакомым людям, потому что вот эти крупные кубки, фигурные карты, это всегда люди, с которыми у вас есть эмоциональная связь. И, как правило, это действительно друзья, коллеги, родственники, знакомые. Буквально карта обещает вам предложение о новой работе или о новом деле от знакомого человека. Соглашаться на это предложение или нет, мы здесь вам такой совет не даем. Но новость явно какая-то вот интересная приходит. Хотя, впрочем, нам ведь никто не мешает, мы можем достать сюда, правда, дополнительную карту, если нужны детали. А если вы ищете новую работу, хотите поменять работу в новом году, вот, кстати, нулевой аркан выпадает, то есть, скорее всего, вы это как раз и сделаете, даже если сейчас не хотите, потому что это все-таки новая точка отсчета, это такой нулевой километр, это перемены большие, на которые вы решаетесь с определенным риском. Дословно карта вам обещает вот, предложение о новом деле, абсолютно новом, и даже начало этого дела волнительное, сильно рискованное для вас, но какое-то многообещающее. Это хорошие карты, безусловно, хотя они, может быть, вот как такового профессионального успеха не обещают. До профессионального успеха, до каких-то высот, в том числе карьерных, может быть далеко. Ну, это так всегда бывает, если вы занимаетесь, если вы выбираете для себя новое дело, то сначала нужно постараться поработать на ими. Вполне логично после вопроса о работе нам поговорить о карьере. За карьеру придется бороться. Семерка мечей вам выпадает. Это карта борьбы, но не такая простая. Борьба очень тайная, сокрытая, запутанная и часто нечестная. Карьерный успех очень возможен, однако вы идете к нему или придете к нему запутанными и очень непрямыми путями. По-разному это может быть. Это могут быть ваши тайные какие-то переговоры с начальством за спиной у других людей. Это может быть новая должность для вас, которая требует какой-то определенной неискренности или какой-то вот особенной ловкости, что ли, изворотливости в том, чтобы занять эту должность или в том, чтобы вот, там справляться с этими какими-то новыми обязанностями. Семерка мечей, а традиционно в Таро карта довольно тревожная, потому что по ней ничто не очевидно. По ней приходят обещания часто, ну, знаете, такие, когда человек вам обещает одно, а подразумевает в уме где-то держит совсем другое. И двойственные неоднозначные советы семерка мечей дает и вам. С одной стороны, в вопросах карьеры прислушивайтесь и будьте внимательны, ну, чтобы не обманули. Потому что может быть такое, да, вас позовут куда-то, увлекут вдаль светлую, а в итоге вы не получите то, на что рассчитывали. Вот. А с другой стороны, конечно, это совет вам не быть слишком простыми, не быть слишком доверчивыми, наивными, что ли, в вопросах карьеры. Все-таки это дело такое серьезное. Тесно сюда примыкают, конечно, доходы. Про доходы все достаточно хорошо. Двойка пентаклей имеет такую
несколько двойственную репутацию в колоде Таро, но я ее считаю хорошей картой. Мне она нравится. И позвольте, я буду ее толковать вот так, как я ее вижу, и исходя из своего многолетнего опыта. Двойка Пентаклей карта очень легкая. И она обещает, ну, по крайней мере, знаете, достаточные деньги. Если вам чего-то, на что-то, каких-то ресурсов финансовых, я имею в виду, не хватит на какую-то покупку или закрывать какие-то долги, то сегодня не хватит, а завтра хватит. Это карта динамического равновесия. Это вообще двойка Пентаклей – это знак бесконечности в колоде Таро. То есть она вообще-то мелкая карта, но с глубоким таким смыслом. Это деньги из разных источников дохода, которые достаются вам достаточно легко. Может быть, каждый сам по себе вот источник дохода и не такой уж большой, хороший, и суммы приносят не очень большие, но когда они скапливаются, они создают какую-то критическую массу, да, вашего вот такого вот бюджета. Двойка Пентаклей говорит, что вам легко будет покупать, легко будет вообще выбирать, расставаться с деньгами. Деньги легко приходят по ней, легко уходят. Вас эти оба процесса веселят, то есть как зарабатывание, так и траты денег. Слишком сильно страдать о своем финансовом положении вы не будете. И карта дает такой же совет к финансовым вопросам, например, к собственной зарплате или к прибылям от бизнеса. Относиться легко и весело. Если вы что-то теряете вследствие собственной нерасторопности или из-за обмана, то скажите, ну, легко пришло, легко ушло, еще заработаем. То есть карта это действительно очень выразительный совет. Она просит не концентрироваться слишком на деньгах или особенно на деньгах, когда их, ну, знаете, не хватает, не оплакивать какую-то недостаточность бюджета, потому что если сегодня на что-то не хватает, завтра это все равно будет. Вот такая общая картина у вас. Есть у нас еще один денежный дом, 8-й. Вот он уже не про зарплату, он в основном сообщает про какие-то крупные финансовые проекты, денежные. Это большие покупки, и это в целом видение себя вот в мире денег. Тройка жезлов, веселая, очень оптимистичная карта. Много вы достигли уже сейчас, наверное, но в следующем году достигнете вот именно в деньгах, в своих каких-то инвестициях, может быть, в больших покупках, вложениях, достигнете еще большего. И с уверенностью смотрите в свое денежное будущее, гордитесь собой и при этом не собираетесь останавливаться. Что-то такое новое, дополнительное приходит, вот денежное в вашу жизнь, приобретается. Это приобретается очередная недвижимость, очередная порция каких-то ценных бумаг, очередные активы для вашего бизнеса и так далее. То есть кого мы видим на тройке жезлов? Совершенно уверенного в себе человека, готового идти дальше. Совет карты: безусловно, дерзайте, не бойтесь смело распоряжаться крупными денежными суммами, которые оказываются у вас в руках. Вы сейчас на это имеете право, и, скорее всего, эта карта успешная. Успешная. Девиз этой карты, знаете, какой? Продолжайте. В общем, все продолжайте в деньгах, не останавливайтесь, не откладывайте, не сомневайтесь, вот так и так далее. Следующая тема, которую я бы хотела рассмотреть, это люди вокруг вас. Вот согласно нашей схеме, а перед нами 12 домов гороскопа, кто еще не догадался, несколько домов здесь отвечают за контакт и за людей, которые вас окружают. Начнем с друзей. Вот он, 3-й дом, повседневное общение. Коллеги, родственники, друзья. Кого мы здесь видим? Ну, безусловно, это король Пентаклей. Король Пентаклей – полезный, многообещающий, надежный человек. Для многих это та самая каменная стена, человек, на которого все свои
тревоги, недоделки, может быть, все свои грешки маленькие в работе можно переложить, списать. То есть это тыл, это какие-то гарантии. Человек, безусловно, надежный, часто действительно он земной масти, может быть, телец, дева или козерог. Ну, полезный. Это может быть новый человек, с которым вы познакомитесь только вот в 2023 году. Может быть, это, вы этого человека уже знаете. Это надежный партнер по бизнесу, например. Это какой-то коллега, ваш напарник на работе. Это иногда бывает мудрый, такой рациональный начальник, который готов вам материальную помощь выписать по требованию, или богатый старший брат. Что может быть лучше? Конечно, я думаю, что в арсенале любой современной девушки пригодятся все вышеозначенные персонажи. В целом же карта говорит, что ваши дружеские контакты и человеческие будут в основном практичными. Даже новые знакомства будете заводить из соображений, полезно или не полезно. То есть не для развлечения, а для пользы, действительно, может быть, даже для выгоды, для какой-то. Это могут быть и совместные денежные проекты, начинания ваши с друзьями. Но здесь все очень даже хорошо. А вот незнакомые люди, неограниченный круг людей, с которыми вы не сойдетесь близко, но которые повлияют на вашу жизнь, тем не менее. Например, подписчики ваши в социальных сетях. Это все 11-й дом. И мы здесь видим пажа мечей. Паж мечей – это новый человек или новое сообщество, новая группа людей, потому что 11-й дом – это в целом жизнь в группах. Карта говорит о том, что вас с новыми людьми объединит какая-то блестящая, очень оригинальная, смелая и, может быть, даже конфликтная идея. У вас будет возможность примкнуть к какому-то коллективу, к какому-то сообществу людей в связи с какой-то спорной даже или вот острой, ну, знаете, темой. Насколько вот эти незнакомые люди развернут там ход вашей судьбы в это время, вот здесь вот трудно сказать. Тем не менее, это, знаете, какие-то образцы для подражания появляются. Это идеи, просто массовые какие-то коллективные человеческие идеи, которые вот опять же из интернета к вам приходят, или вы знакомитесь с ними на работе, на каких-то собраниях, может быть. Это на что-то открывает вам глаза. В каких-то местах раскрывает вам истину. Что предлагает паж мечей? Ну, раз уж неизбежны вам новые вот такие вот знакомства, какие-то высокоинтеллектуальные, знаете, то выходите к людям, карта советует выходить к людям, знакомиться с как можно большим количеством людей, участвовать в группах, как минимум это знакомство ваше в интернете, участие в каких-то группах, в Фейсбуке, например, массовое общение. Вот. Здесь тоже идет. Далее, дом и то, что далеко от дома. Ваши домашние дела. Интересные иллюстрации. Вот посмотрите. Какой-то достаточно безумный король кубков вам выпадает на тему дома. Это отношения с родственниками, это вообще вот ваши стены, ваш дом как крепость здесь, в 4-м доме, материнство, отцовство, просто вопросы недвижимости. Король кубков – это снова как про работу. Знаете, здесь снова крупная карта масти кубков, то есть вот аналогичный прогноз, как мы на работу видели. Какой-то очень близкий человек, очень знакомый, очень вас заинтересованный, находится у вас дома или помогает решать домашние проблемы. А с ним, с этим королем кубков, неизбежно у вас устанавливается
очень мощная эмоциональная связь. То есть это близкий человек. Для многих это романтический герой, близкий, любимый мужчина. Жених, муж, например, да, ну, поскольку король, он такой достаточно взрослый, поэтому он подходит на роль мужа. Если вы одиноки и действительно ждете, ну, вот этого момента, когда вы под общей крышей с каким-то мужчиной поселитесь и на романтической почве, то вот это очень хороший для вас прогноз, потому что мужчина действительно чувствующий, чувственный, и портрет это действительно романтического какого-то героя. Но в взрослых, скучных, может быть, даже юридических делах о недвижимости эта карта плохая, потому что это человек, король кубков, который обещает сам не знает чего, обещает то, в чем сам не разбирается. И часто эти обещания не выполняет. Король кубков это еще и часто человек с, нет, не с дурными намерениями, он вряд ли злодей, но это может быть человек с дурными привычками. И тогда ваши хлопоты домашние, ваш семейный вот этот вот быт, может быть и бюджетные расходы семейные, они вот крутятся вокруг него и обслуживают какие-то непостоянные его интересы и те же самые вот дурные привычки. То есть карта может быть в каком-то смысле очень положительно позитивной, потому что она описывает все-таки чувства, эмоции, любовь, есть с кем поговорить. Потом король кубков, он же и стихи может написать, и пожалеть, и посочувствовать. А в каких-то делах, если вот, например, ваш вопрос про, скажем, продажу квартиры или про раздел наследственного имущества, эта карта скорее тревожное предупреждение и предложение кому-то не доверять. Это мужчина с весьма непостоянными взглядами, с весьма непостоянными намерениями, связанными с домом. Дальние дороги, логично, после дома мы заглянем в тему дорог. А здесь достается вам королева мечей. Такая, знаете, высокоинтеллектуальная карта. Конфликтность и знание она обозначает. Информация приходит какая-то, очень оригинальная. Знаете, мечи всегда приносят некое прозрение. То есть это не просто сообщение, что что-то будет или в чем-то отказали, а это именно прозрение. После чего вы воскликнете: а что, так можно было? Вот они, ваши дальние дороги. Напрямую карты вам неизбежную дальнюю дорогу, например, за границу, не обещают. Это скорее информация, просто поток информации на тему дальних дорог. Но это вот для тех, кто собрался. А может быть, даже если вы сейчас не планируете дальние дороги, то что-то вам предстоит узнать. Но узнать то, что вас побудит к дальней дороге, к дальнему какому-то путешествию, переезду. И вот эта информация побуждающая не обязательно хорошая, она может быть даже плохой. То есть плохие новости зовут в дорогу. А еще в дорогу может позвать ссора, какой-то конфликт, ваше собственное ссорное настроение. Потому что вот королева мечей – это, возможно, ваш портрет. Это вы развоевались и не хотите уже оставаться на прежнем месте. Такие же новости про учебу, тоже с неизбежностью учебы, наверное, может быть и нет, но захочется из-за вынуждающих жизненных обстоятельств, из-за ссоры, может быть, с кем-то, из желания кому-то что-то доказать, может быть, даже против воли, на большом таком негативном эмоциональном подъеме можете начать чему-то учиться. Знаете, это бывает... Мы видели у вас перемены в работе. Может быть такое, что вы, например, разозлились на вашу нынешнюю работу, на коллектив, на начальника, на себя, потому что ходите без желания. И
вот на этих вот нервах, практически в истерическом состоянии, идете учиться, переучиваться на какую-то новую специальность. Учеба это может быть большая, фундаментальная, там, в вузе каком-то. Вот. А могут быть ну, просто курсы, не знаю, все что угодно. И, конечно, королева мечей – это все-таки злодейка-соперница. То есть там, где за граница для вас, там, где все вот такое далекое от дома, мелькает тень недоброжелательной женщины. Обходить ее стороной или принимать бой – это уже решать, пожалуй, что вам. А дальше я расскажу про любовь. Хорошо, с вашего позволения. С вашего позволения. Посмотрите, как много кубков в вашей масти водной, то есть в собственных каких-то, в очень близких к телу вибрациях в этот год проведете. Про любовь расскажет вам королева кубков. Ну, как вы думаете, кто это королева кубков? Это любящая, влюбленная, водная женщина. Это, конечно, ваш портрет. На сердце у вас любовь. Вы будете любить, будете влюблены, будете иметь возможность эту любовь показывать, проявлять, потому что королева кубков ничего, естественно, не скрывает. Сердце ваше очень не пустое, очень оно такое, даже наполненное любовью. Ну, позвольте, я достану сюда все-таки вторую карту, потому что так, начало хорошее, может быть, вторая карта будет еще лучше. Это приход новой любви, новое знакомство. А может быть, у вас вот такие чувства придут или разовьются к уже знакомому человеку. Ну, вот хотя бы к тому же королю Пентаклей. Был ваш коллега, он просто. Или был он у вас в приятелях, в друзьях. А тут вдруг вы его заметили и рассмотрели. Ну, что такому надежному, серьезному человеку пропадать? Тем более, судя по всему, холостой, раз в третьем доме. И у рака, мне кажется, чувства любовные могут медленно приходить, медленно, с каким-то вот промежутком. То есть вам нужно, все-таки вы люди осторожные, вам нужно к человеку присмотреться, да? Почувствовать, доверяете вы ему или не доверяете. Поэтому у вас такая история вполне себе может быть. Но вторая карта, не испортите бы картину, конечно. Да? Ну, не испортили, видите. Солнце, то есть много счастья. Ваша счастливая любовь вас ждет, понятная. Без тайн, без разлук, без необходимости скрывать, без недоброжелателей и какого-то вероломного вмешательства от других людей. Солнце, карта солнца говорит, все просто. Я люблю и показываю свои чувства. Карта страстная, жаркая, и тут здесь и жаркие объятия, и счастье. Счастье, которого много, счастье, которое буквально обжигает. Кстати, вот карта Солнца часто проигрывается географически. То есть у вас любовь может случиться где-то в теплых местах. Это, например, курортный роман. В жарком месте, в какой-то вот такой вот жаркой стране. А это может быть еще и романтическая поездка уже с готовым женихом в какую-то жаркую страну. Ну что ж, это чудесная карта. Это время действительно наполнено таким бесконечным счастьем. А еще по Солнцу приходит ясность в вопросах, в которых вы долго-долго сомневались. Например, вы могли сомневаться в любви, в чувствах, ну, своих, например, да? А тут все становится понятно почему-то. Может, вы сомневались, получится или не получится с любимым человеком у вас соединиться. Может быть, вы боялись, долго переживали раскрыть кому-то свои чувства, потому что были не уверены в взаимности. Но тут все, тьма рассеивается, скрывать больше ничего не нужно. Тут какой-то даже, может быть, затяжной тайный роман выплывает наружу. Все тайное, видите, карта говорит, все тайное всегда становится явным. Все, больше ничего не нужно скрывать. Ни свиданий, ни чувств, ни от кого.
вы можете официально объявить себя парой с любимым человеком. Это действительно чудесная карта. А вот какой совет? И совет, собственно, аналогичный. Тоже чувства свои не скрывайте, давайте им волю, позвольте любви раскрыться, распуститься прекрасным цветком в вашем сердце. Доверяйте любимому человеку, умейте радоваться жизни. Но старший аркан – это, знаете, такая любовь очень солнцереализованная. То есть это не просто вот даже свидание, признание. Это уже решение и об общем доме, и о браке, и о свадьбе и так далее. Но самое интересное нас ждет дальше. Вот посмотрите, партнерский дом какой у рака сложился. Это вообще редкость и такая вот удивительная вещь. Вернее, партнерская параллель. 1 и 7 дома. Посмотрите, вот это вы. Вернее, это то место, где вы должны быть. А вот это вот ваш партнер. И что здесь получается? Что вы на сердце друг у друга. У вас на сердце. То есть у вас ведущая карта, персонаж, который заполняет вашу жизнь, голову и сердце. Персонаж, который становится для вас важнее, чем вы сами. И это мужчина, и это иерофант. Мужчина, достойный, так его назовем. Хотя здесь много хороших эпитетов я могу еще привести. А вот у вашего партнера, на сердце такая же достойная женщина. И это, безусловно, вы. То есть, видите, карты вас складывают в пару жрец и жрица, да? Пару стоящих друг друга людей, стоящих по разным причинам, по разным параметрам, но не в этом дело. Здесь мы видим именно взаимность чувств. Взаимность чувств абсолютную. Два человека представляют друг для друга совершенно аналогичную ценность. Совершенно аналогичную. Никакого мезальянса, никаких позиций слабых и сильных. Здесь много взаимного уважения, здесь много, именно общегражданского какого-то признания заслуг даже, да? Здесь много гордости друг за друга. Поэтому можно смело сказать, что у раков в наступающем году, в 2023, сложится вот какая-то исключительная пара, очень крепкое романтическое партнерство, которое, надеюсь, окажется для вас еще и долгим. Вот видите, тема любви какая такая понятная у вас получается, и очень цельная, и очень благополучная. Знаете, еще иерофант и жрица – это мудрая любовь. Знаете, вот мудрая. Бывает страстная любовь, бывает какая-то такая подростковая, неловкая любовь. Бывает тайная любовь, бывает искушающая любовь. Много там вот разновидностей, да. А у вас любовь какая-то мудрая, знаете, вот выношенная. Это любовь, в которой не страшны пошлые бытовые испытания. Вроде там измен, ревности, вот этого всего. Этого абсолютно ничего нету. И мы должны поговорить еще, как вы думаете, про все я рассказала. Нет, я не рассказала про вас, дорогие мои. Ваш первый дом, вот вы сами, мы уже этого коснулись в связи с партнерством, но не только. Иерофант. Это год, это и ваш портрет тоже. Это год, когда вам придется часто действовать по совести. Вам придется проявлять в полный рост ваши принципы, вашу какую-то жизненную мудрость. Это год, когда, судя по всему, по предыдущим картам, нет поводов торопиться или лгать, нет поводов как-то сомневаться в себе. Время помещает вас за учительский стол. Представьте, да, это учительская карта. За учительский стол. Это время проявлять снисхождение, какое-то особенное благородство. К вам будут приходить люди за советом, с вас будут брать пример. И иногда буквально это какая-то такая
педагогическая карьера, тренерская работа, какая-то преподавательская деятельность вас ждет. И вы будете, конечно, очень собой довольны, потому что иерофант – это человек, вот осознающий, что достойно живет. Вот так вы будете к себе относиться. Тоже прекрасно. Есть маленькое неприятное предупреждение, а может быть она и приятная, не знаю. 12-й дом, вот наконец-то мы добрались, это тоже вы, но это бессознательно, это то, что глубоко-глубоко, это ваши сны и жизнь вашего внутреннего я, это ваше альтер-эго. Десятка мечей. Но на фоне вот таких хороших соседних карт, я думаю, что это конец прежней жизни. Десятка это обещание. Она кризисная, видите, какая страшная на ней всегда картиночка. Она кризисная, и она более здесь описывает вот переход ваш на каком-то очень тонком уровне, на каком-то очень тонком плане, ваш переход в новое качество. Ну, а заново рождаться, вы знаете, в любви или в бизнесе, в работе, заново рождаться всегда очень больно, если вы это переживали, если с вами уже такое бывало. Ну что ж, мы с картами благословляем вас на работу, на карьерные достижения, особенно на вот это вот какое-то безусловное, понятное счастье в любви. И одну карту еще вот из набора старших арканов для завершения. Давайте достанем общий совет временем. Какой для рака будет? Угу. Карта суд. Ну что ж, это безусловно перемена. Вот рассмотрите ее. Карта это очень выразительно. Перемены, неожиданности, новости. И вот сейчас, когда мы увидели эту карту, я прошу вас задуматься, вот чего вы в этой жизни больше всего одновременно ждете и боитесь. У нас у всех есть такие потайные кармашки, потайные потребности в жизни. Чего-то мы ждем с замиранием сердца и неосознанно откладываем, потому что не знаем, готовы ли мы к этим переменам. Для многих, кстати, это любовь. Многие ждут любви как чудо, как в песне поется, и при этом каждый день ее откладывают на потом, потому что боятся, что не справятся. Например, вот карта суд описывает всегда приход в жизнь чего-то вот такого. Это очень масштабная новость, новость, которая переворачивает вашу жизнь с ног на голову, и важно быть к ней готовыми. И карта суд рекомендует вам, конечно, покориться, подчиниться выбору Вселенной для вас, подчиниться року, когда вот этот вот глаз небесной трубы прозвучит. Спасибо.